Более года назад я переехала в столицу Болгарии Софию. Да-да, ту самую Софию, про которую говорят. Там серо, там скучно, там уныло, там нечего делать. И знаете что, они просто не умеют ее готовить. Софию надо почувствовать. Тут хаос – это норма. И сегодня я расскажу вам, как этот хаос смог меня покорить. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a critic. Привет, я Полина Щербакова, и я путешественник со стажем. А этот канал я веду, чтобы показывать города и страны такими, какие они есть. Везде я нахожу самое лучшее и раскрываю туристические фейки. А самое экстремальное пробую на себе. Поэтому никаких скучных экскурсий, только самое интересное, только хардкор. И если ты любишь путешествия так, как люблю их я, то подписывайся на канал и будем покорять этот мир вместе. София – это столица Болгарии и один из старейших городов Европы. Основана была аж 7000 лет назад и носила имя Сердика, и жили тут римляне. А современное название получило в честь базилики Святой Софии в VI веке. Население Софии составляет около 1 300 000 человек, и это самый крупный город страны. Здесь сосредоточена вся бизнес и культурная жизнь болгар. София находится в горах, поэтому тут холоднее, чем на побережье, но климат достаточно приятный. Нет изнуряющей жары летом, но и зимой практически не бывает морозов. Наше погружение в город мы начнем с символа Софии – собора Александра Невского. И да, его вы сможете увидеть уже из окна самолета при посадке, если, конечно, с погодой повезет. Собор Александра Невского – это не просто церковь, это символ. Его строили 30 лет, собирали деньги по всей Болгарии, чтобы отблагодарить Россию за освобождение от османского ига. И получилось действительно впечатляюще. Но знаете, что самое интересное? Внутри он еще грандиознее, чем снаружи. Мозаики, золото – все при нем. И никаких строгих требований к посетителям. Но главную историческую ценность тут имеет не собор. А это скромное кирпичное здание – это базилика Святой Софии. Именно в честь нее и был назван город. Да, София – это она. Ей, между прочим, уже более 1500 лет. Она пережила все – войны, землетрясения, османов и до сих пор стоит здесь, как и этот город. А рядом с базиликой, конечно же, установлен лев. Львы в Софии повсюду. Они на мостах, у фонтанов, даже на гербе города. И местная валюта тоже называется лев. Хотя с 26 года приняли решение ввести евро, но на любовь ко львам это вряд ли повлияет. Говорят, они охраняют Софию с 19 века. Это мое королевство. Кто еще пойдет сражаться за него? Говорят, если потереть лапу льва и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я загадала остаться здесь и живу здесь уже 2-й год. А что бы вы загадали, зная, что ваше желание сбудется обязательно? Пишите в комментариях, и я обещаю, я передам все ваши желания местным львам. Но львы – это не просто символ, это связь между эпохами. Потому что если пройти чуть дальше, то можно увидеть то, что старше всех львов. Вот они, руины древнего города Сердика.
Римляне основали его аж за 2000 лет до нашей эры. Представляете, в Египте еще не было ни одной пирамиды, а здесь уже кипела жизнь. И никаких билетов, никаких заборов. Ты просто идешь на работу, пьешь кофе и вдруг понимаешь, что ты идешь прямо по истории. Where shadows march and eagles rise, a thousand Но если вы думаете, что это все, что осталось от Сердики, то вы ошибаетесь. София метро – это машина времени. На многих станциях можно встретить самые разные археологические раскопки. Вот здесь, на станции... Там что-то стучат, блин. Вот здесь, на станции Сердика, древние стены встроены прямо в пол метро. И самое прикольное то, что местные давно их уже не замечают. Это как обои в квартире. Они вроде как есть, но уже не интересны. Кстати, метро тут развито достаточно хорошо, и на нем можно попасть практически в любую точку города. И что самое удивительное, здесь никогда не будет толпы народа, даже в час пик. К сожалению, руины тут не только древнеримские, но и вполне себе современно-болгарские. Их можно встретить по всему городу, и это, конечно, очень печально. Но такая вот она, София. А это самое древнее сооружение Софии – ротонда Святого Георгия. Ей 1700 лет. Она пережила и римлян, и османов, и даже советскую эпоху. И, кстати, до сих пор работает. Прикольно, как этот уголок такой древней истории окружен высокими и современными зданиями. Так что его даже хрен найдешь без навигатора. А совсем рядом находится церковь Святой Петки Самарджийской. Она была построена в XIV веке, но в XVI ее уже закопали, чтобы спасти от османов. И открыли заново только в 20-м. Но, видимо, в 21 веке ее снова закрыли, потому что мы хотели попасть внутрь, но, увы. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. А за мной находится вполне себе современная статуя Святой Софии. Местные говорят, что лицом она очень-очень похожа на жену мэра. Ну, собственно, почему бы и нет. А вы как думаете, похожи или нет? Пишите в комментариях. Но София – это не только история, это еще и жизнь, которая, я хотела сказать, кипит, но кипит она только здесь, на бульваре Витуша, который является главной пешеходной магистралью города и его сердцем. Здесь есть кафе, магазины, уличные музыканты и люди, которые просто гуляют. Встречаются даже туристы. Здесь создается обманчивое впечатление, что София – это большой шумный мегаполис. Но на самом деле это не так. Один шаг в сторону от бульвара, и там никого нет. Тишина и спокойствие, как будто все умерли. Отдельный бонус бульвара Витуша – это то, что здесь говорят по-английски, потому что для остальной части Болгарии это большая редкость. Болгарский язык, конечно, чем-то напоминает русский, есть даже общие слова, но если вы его никогда не изучали, то диалога с местными жителями у вас не получится. Вы просто не поймете друг друга. Да, тут, конечно, встречаются люди, которые говорят на русском, но это в основном те, кому за 60. Молодежь, бывает, учит английский, но это те, кому до 30. Все остальные говорят только на болгарском. И если вам вдруг понадобится что-то от какого-то госучреждения, то говори болгарский или умри. Если бульвар Витуша – это сердце Софии, то площадь и здание НДК – это его лицо. Причем выражение этого лица абсолютно советское. Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Национальный дворец культуры построен в 1981 году к 1300-летию Болгарии. Тогда это был подарок стране от коммунистического правительства. Сейчас здесь проходят практически все городские мероприятия. И это второе
И последнее место в городе, где может быть многолюдно. В теплое время года здесь лучшие фонтаны в Софии. А сейчас, в конце ноября, тут уже все готово к Рождеству. Можно поесть мясо, купить что-нибудь ненужное, послушать детскую самодеятельность и, конечно же, выпить стаканчик глинтвейна. Еще одна особенность Софии, которая заставит вас поностальгировать, это местные бары бильярдные. Причем здесь очень популярны. Если честно, до приезда сюда последний раз в эту игру я играла, наверное, лет 20 назад. Кто еще проностальгировал, ставьте лайк этому видео. Особую роль для меня в этом городе играют подземные переходы, многие из которых это настоящие арт-галереи. Выглядит немного кринжово, но красиво. Но это, наверное, визитная карточка почти всех балканских стран. Кстати, тут просто рай для алканавтов. Алкошопы встречаются на каждом углу. Причем многие из них круглосуточные. Не то, что эти ваши Парижи или Миланы. Итак, мы уже посмотрели сердце города, лицо города, а теперь едем смотреть тело города. Те самые дома, которые строили в 70-х, чтобы дать людям крышу над головой. Тогда это было будущее. Центральное отопление, лифты, дворы для детей. Сейчас это ностальгия. И не только для тех, кто здесь вырос, но и для тех, кто просто любит аутентичность. Добро пожаловать в район Дружбы. По стоимости квартиры этот район чем-то напоминает Берлин. Визуально, наверное, тоже чем-то похоже. Не знаю, честно говоря, не была никогда в Берлине. Если были, то пишите в комментариях, где красивее. Это типичный спальный район Софии со всем своим советским очарованием. Люди из стран СНГ будут чувствовать себя как дома. Все такое родное и привычное. А знаете, что самое удивительное? Эти районы, которые называют серыми, страшными, грязными, они на самом деле очень уютные, потому что тут сообщество, тут люди днем играют с детьми на детской площадке, а вечером все вместе собираются пить пиво на лавочке. И очень выгодное отличие этого района от какого-то современного: в этих районах есть душа. И тут, думаю, многие со мной согласятся. Вообще, жизнь в Болгарии вяло текущая. Здесь никто никуда не торопится, все на чиле. Слово «переработать» не имеет аналогов в болгарском языке. Рабочий день зачастую заканчивается обедом, а если вам что-то нужно, например, автосервис или парикмахерская, то, зайдя в салон с вероятностью 99,9%, вы в ответ получите «Элате утре», что означает «приходите завтра». Причем это не потому, что салон полный клиентов, там может быть и вообще никого нет, просто вот утре и все. Вот что. Приходи-ка ты... Завтра? Нет, почему завтра? Послезавтра. Всего 5 минут назад позади меня были серые стены, помнящие времена социализма. А сейчас я будто бы ощутилась вообще в другом городе. Через дорогу от района Дружба находится деловой квартал Софии. В этих небоскребах функционируют офисы международных корпораций, бизнес-центры и рестораны. А на верхних этажах, как правило, есть скайбар, где можно выпить коктейль за все деньги мира и посмотреть сверху на панельки района Дружба. В этом и есть контрастность Софии, где рядом с развалинами стоит небоскреб, где лошадь с телегой стоят на одном светофоре с Ламборджини, где из цыганского района ты можешь в течение часа оказаться на красивой горной вершине. И это делает этот город неповторимым и влюбляет в себя. Но это все были цветочки. А сейчас добро пожаловать в совсем другую Софию. Место, где
нет будущего. We wander roads where stars collide. Barefoot dreams and hearts untied. A fire burns, the moon's our guide. Oh, gypsy sunlight dance and spin the open. Здесь живут без прикрас, без фильтров, без надежды на изменения. Это квартал факультета. Здесь грязь, бедность и хаос. Дети бегают босые по разбитому стеклу. Мусор валяется прямо на улицах. Дома выглядят так, будто их последний раз ремонтировали никогда. Но это не Африка и не трущобы третьего мира. Это Европа, это София. И это часть города, которую многие предпочитают не замечать. Dusty trails and endless sky. The earth's our bed, no need for lies. Truth and laughter, no disguise. Мы снимаем из машины не потому, что боимся, а потому, что здесь неприятно ходить. И это правда, как бы цинично это ни звучало. Почему здесь так? Потому что это их выбор. Болгарское правительство пыталось решить проблему, строило для них дома в Пловдиве, предлагало работу, пыталось интегрировать. Но результат всегда один. Через год новые дома превращаются в руины, а дворы – в свалки. Это не бедность, это менталитет. Здесь это проблема. Большая, грязная, неудобная проблема, с которой приходится мириться. А это жилой район Люлин, где чудесным образом произошел симбиоз цыганской жизни и советской архитектуры. Местами выглядит удручающе, но видны и новые дома, и чистые дворы. В общем, верим в лучшее. А сейчас на контрасте я покажу вам главное достоинство этого города. Всего в 30 минутах от этого хаоса другое измерение, где нет мусора, нет шума, нет проблем, только горы и свежий воздух. Это Витоша, гора, которая спасает Софию. И здесь вас ждет одно из самых загадочных мест Болгарии. Rising stone spine cuts the sky. А это необычное явление называется каменная река. Она состоит из огромных валунов, плотно прилегающих друг к другу, а под ними где-то уже течет вода. Геологи говорят, что это образовалось в результате оползней, но лично я вижу в этом что-то абсолютно сверхъестественное, потому что есть и другие горные реки, но там нету никаких валунов, поэтому что-то странное тут определенно присутствует. Oh, mountain, you hold my heart. Your silence tears my soul apart. Oh, mountain. А основная фишка в том, что тут ты просто идешь по серпантину, и с каждым твоим шагом город становится все ниже и ниже, а ты все свободнее и свободнее. Именно тут ты понимаешь, что все, что казалось внизу чем-то важным, на самом деле полная ерунда. Your peaks are crowned with heaven's fire. Rivers fall. А еще тут есть потрясающей красоты Баянский водопад, но будьте готовы к тому, что дорога к нему совсем не из легких. Пробираться придется по козьей тропе из камней и грязи, по довольно крутому склону. После дождя тут очень скользко, поэтому внимательно выбирайте обувь. How can I touch you when your world's away? How can I love you when you'll never stay? Местные жители очень любят гулять здесь, но еще больше они любят поесть. Поэтому тут, конечно же, есть точки питания, которые здесь называют хижи. А для особо уставших в хиже можно даже переночевать.
Кормят тут, ну, скажем так, не как в ресторане. Как правило, обычный болгарский набор. Пережаренный кебаб, картошка, непонятный суп и шопский салат. Обычный салат из свежих овощей, но с сыром. Но когда ты целый день лазил по горным склонам, то и такая еда зайдет в удовольствие. Тем более все это компенсируется потрясающими пейзажами. Кто когда-нибудь сидел на вершине горы, ел или пил пиво, делитесь своими ощущениями в комментариях. Витоша учит одному: счастье не в роскоши, не в небоскребах и не в идеальном сервисе, не в безупречной еде, а в этих моментах, когда ты просто есть и тебе хорошо. Еще одно достоинство Софии – тут много больших и зеленых парков. И этот находится прямо в центре города – парк Борисова Градина. Это самый большой и старый парк в городе. Летом здесь проходят концерты, зимой работает каток, а круглый год парк остается излюбленным местом для всех, от бегунов до семей с детьми. А если хочется уединения, добро пожаловать в мой любимый Южин парк. Здесь меньше людей, больше пространства и вид на горы. Я очень люблю приходить сюда на пробежку или просто погулять на свежем воздухе. Тут почти никого нет, зато очень много белочек, и все они практически ручные. Можно купить орешков и кормить прямо с рук. Тут есть речка и озеро с уточками, где можно посидеть и подумать о смысле жизни. А еще тут почти каждый день настоящий концерт. No, I don't wanna fall in love. Truly, so it's gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. Truly, so it's gonna break your heart with you. София – это город, который не пытается понравиться. Здесь никто не суетится, чтобы произвести впечатление. София не стремится быть Парижем или Лондоном. Она просто есть такая, какая она есть. Здесь не принято улыбаться на улицах, но если ты упадешь, то тебе обязательно помогут. Здесь можно быть просто собой, и никто тебя не будет за это осуждать. Здесь ты свободен. Если хотите узнать, стоит ли ехать в путешествие по Албании, то кликайте на ролик слева. А ролик справа покажет вам невероятную природу Боснии и Герцеговины. Ну а следующее видео, как обычно, еще интереснее. Подписывайтесь на канал и увидимся. What a wicked thing to do, to make me